Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу вам показать еще одну задекорированную заготовку к моему комплекту. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. У меня есть вот такая заготовка, она немного помята и сломана, и я решила ее переделать. И вот здесь я ее отрежу. Сейчас разрежу и вернусь к вам. Верхнюю часть полностью. Ну вот, верхняя часть у меня отрезана, и я ее отложу. И немного подточу вот здесь. И у меня получается вот такая заготовка. И вот моя длинная сосулька. Устанавливаю ее на ткани. Конечно, ворс должен идти вниз. И здесь я хочу прикрепить сначала низ, чтобы мне было удобнее работать. Я наношу клей. Стараюсь размазать. И подклеиваю именно низ. Мне надо в нескольких местах закрепить ткань. Здесь у меня ткань будет натягиваться. И вот здесь подклею. Тоже размазываю. И вплотную все подклеиваю. И затем все будем скрывать под декором. Все вот эти приклеивания будем все прятать под декором. Вот можно вот так, чтобы вам было лучше видно. Именно размазать. И пока все свежее, подклеить. И теперь вот здесь. Доходим сюда. Самая широкая часть. Размазываю и подклеиваю. Чтобы у нас все было подклеено. Одна часть вот так полностью. И теперь натягиваем ткань. Вот это можно сразу подрезать. Я потеряла ножницы, сейчас вернусь. И вот лишнее я сейчас все подрезаю. Делаю это просто вплотную, потому что все будет скрываться под декором, чтобы не было лишней толщины. И теперь буду заворачивать и подклеивать. Здесь мне ткани хватает. Вот здесь сейчас буду именно вот эту тонкую часть все натягивать и подклеивать. Все скользит, но все можно подклеить. Вот, вот так вплотную наношу клей и подтягиваю. Даю закрепиться. Когда все закрепилось, вот у меня закрепилось, следующий отрезок. Наношу клей, размазываю и натягиваю ткань. Снова даю закрепиться. Вот здесь все у нас закрепляется, затем все мы подрежем. Натягиваем так, чтобы не было никаких складочек. Снова размазываю клей. Ой, извините. И вот так вот натягиваю. И вот с этой стороны у нас все подклеивается. Вот здесь, чтобы не было всего этих складочек, тоже у нас все будет натянуто. Равномерно каждый раз. Все убегает, но все можно подклеить. Снова наношу клей. И все, натягивая, подклеиваю. На такую сосульку можно использовать любой отрезок ткани, который остался. И вот так все натягиваю. И вот вы видите, сосулька уже обтягивается. Это, конечно, кропотливая работа, но ничего, все можно сделать. Вот тут мне надо еще чуть-чуть доклеить, чтобы держалось. Даю закрепиться и продолжаю вот здесь все натягивать и подклеивать. Чтобы не было никаких складочек.
И теперь верхнюю часть вот здесь надо тоже все подклеить. Натягиваем по возможности. Все надо уметь постараться придержать. Можно ниточкой, как я вчера показывала. Но здесь мало ткани, поэтому можно все утянуть и так. Наносим клей и все поджимаем. И вот что получилось. Сейчас все лишнее будем срезать. И вот так срезаю все. И сейчас здесь оформлю нижнюю часть и верхнюю часть. Вот здесь у нас все уже подклеилось. Если где-то что-то больше, все подрезаем. Можно маленькими ножницами, чтобы всю лишнюю толщину убрать. И, конечно, вот здесь это все можно вовнутрь даже заклеить. Лишнюю толщину убираем. И вот так наношу клей внутрь. И все подклеиваю. И продолжаю здесь все подрезать. И вот здесь внизу также будем сейчас все подклеивать хорошо. Все натягиваем. И лишнее тут уже смотрим, куда что подрезать, чтобы у нас не было никакой толщины, чтобы все убрать. Вот изнутри все убираем. И потом верхней частью все накроем. И затем мы все снизу задекорируем. И вот это лишнее убираем. И вот что у меня получилось. И теперь я прикреплю вешалку. Я засовываю ленту туда и немного раздвину вот эти ножки, чтобы одеть полностью колпачок. И сейчас все поправлю. И вот что получается. Я начинаю декорировать свою сосульку. И, конечно, в процессе работы что-то надо будет корректировать, что-то подрезать. И здесь уже узор буду делать, исходя из того, на что мне хватает места и как ложатся мои материалы. Я наношу каплю клея. Достаточно много клея. Это большая бусина. И приклеиваю. И заранее я уже подготовила стразовую цепочку. Теперь наношу клей вокруг. Здесь у меня клей идет и на бархат, и на саму полубусину. И теперь подклеиваю стразовую цепочку. Все звенья должны смотреть вверх. И, конечно, все края надо подклеить. И даю закрепиться. Из остатков подрежу стразовую цепь. Лучше это сделать сразу на столе или где-то, чтобы потом вам не пришлось, когда уже все подклеено, подрезать. Лишнее подрезала. И вот уже сюда
Повторяю, что узор буду исходить из того, на что мне будет хватать места. Если вы будете делать, вы тоже исходите из того, на что у вас есть место. И, например, вот такую полубусину поперек ее не подклеить, потому что вот она не ляжет, будет край торчать. Поэтому надо это учитывать. Теперь наношу клей снова по краю и подклеиваю цепочку. Если вы смотрели мои 2 предыдущих урока, то совсем не составит труда это сделать. Укладываю цепочку. И теперь вот пока все свежее, здесь еще можно что-то передвинуть. Мне надо один край сделать больше, другой меньше. И даю закрепиться. Следующие 2 полубусины подклеиваю вот по краям. И также подклею стразовую цепь. Здесь уже как кому удобно, с какой стороны. Наношу клей. Как я уже говорила, здесь спешить нельзя никак. Медленно, но уверенно идем вперед. Придерживаю пальчиком. И вымеряю, сколько же мне тут цепочки надо. Лишнее отрезаю. И все края обязательно подклеиваем. И теперь следующие полубусины. И так продолжаем работу, составляя узор. Вот я еще 2 полубусины сюда подклею и оформлю все это стразовой цепочкой. Вот как раз у меня 1 целая стразовая цепочка и кусочек. Вот, получается, между ними получается 1 цепочка. И затем еще 1 кусочек будет верхняя часть вот над этой полубусиной. И все совмещаю. Надеюсь, вам видно, потому что здесь очень кропотливая работа. Все поправляю. И еще 1 кусочек вот добавлю вот сюда. На макушку вот сюда я добавлю 1 полубусину. И вот что у меня получается. Сейчас я пойду вниз, также украшать весь этот шов. Я подклеила еще 1 каплевидную полубусину. И теперь по краям я подклею вот такие круглые, потому что большие уже там не ложатся. И чем дальше буду спускаться вниз, тем больше надо будет все подбирать. И работаю дальше. Вот подклеила полубусины, и здесь у меня образовалась пустота. Наношу клей и вот такую одинарный страз туда подклеиваю. Ну и теперь продолжаю также подклеивать такие каплевидные полубусины, затем обрабатывать стразовой цепочкой и вот так понемногу декорировать и спускаться вниз. Здесь я не до самого края подклеиваю, чтобы у меня было место для стразовой цепочки. И продолжаю работу. Вот что у меня получается.
И вся наша некрасивая вот эта часть скрывается под декором. И вот я начала спускаться вниз, и здесь уже вот эти жемчужины большие. Поменьше у меня нету, и я здесь просто подклеиваю отдельные камни из цепочки. И вот что у меня получается. И по мере того, как мы спускаемся, все проверяем. Если что-то где-то какое-то утолщение, все убираем. И теперь я буду использовать вот такие полубусины. И на некотором расстоянии друг от друга я их подклею. Подклеиваю по одной, чтобы видеть, на каком расстоянии они ложатся. И здесь оставляю небольшое место, чтобы подклеить жемчужину, стразовую цепь. И теперь стразовую цепь я подклею вот так и вот так. И затем с двух сторон подклею отдельные кусочки. Здесь также надо медленно, так аккуратно работать. Спешить не надо. Клей нанесла. И вот сейчас надо укладывать здесь. Очень так неудобно, но постараюсь показать вам. Так, придерживаю пальцем и все поправляю, чтобы у меня все было вплотную. И лишнее подрежу. Даю закрепиться и затем вот с этих сторон также подклею. Я все-таки заменила стразы на жемчужины. По-моему, смотрится очень красиво. Вот что получается. И на край я подклеила 3 маленькие полубусины. Пока ничего другого не придумала. И мне нравится результат, который у меня получился. А вам? Еще одна украшенная заготовка в мою коллекцию. Все подробные уроки по юле и сосульке, конечно же, есть у меня на канале. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.